эти программы должны будут трансформироваться. Вы пришли сюда только с одной целью – трансформировать все программы, которые через вас всплывают. С вами играют сущности, есть низшие, есть высшие, они проявляются через вас, они коммуницируют с вами, через ваше тело и так далее. Когда вы научаетесь ощущать каждую энергию, которая проходит через вас, позволять ей протекать и трансформировать в баланс, в ноль, в ничего, в пустоту, то есть не в позитивное мышление, а сжигать ее. Таким образом, вы будете как раз вот из всех предыдущих паттернов, вы будете складывать себе в копилочку свою силу. Когда идет атака ума, он максимально не хочет, чтобы вы выходили. То есть в этот процесс, когда вы погружаетесь, вы видите, что трансформация идет, это определенный слой снимается. Уму это не нравится, потому что покидает матрицу определенный игрок. И игрок выделял достаточное количество энергии, чтобы хранить ресурс. Но это не значит, что есть некая какая-то матрица, которая вас задерживает. Вы и так поставили, чтобы заранее не пробудиться, чтобы заранее пройти опыты качественно. Вам нельзя ускоряться. И есть определенные триггеры и крючки, которые вам показывают: стоп, сейчас мы с тобой не доиграли. Или сейчас проверим на готовность. Как только душа готова, выделяется большая мощность, большая сила, не вовлекаться даже в эти процессы. Во время пробуждения атака ума идет через родственников, через звонки, через мужа и через ваше тело. То есть если уже к телу подобрались, кости ломит, что-то выворачивает, вы пошли в клинику, у вас там какое-то заболевание поставили. То есть голограмма ваша начинает максимально пиково вести себя в негативном ракурсе. Когда у вас идет вот это раскрытие, и вы как будто полезли не туда, куда нужно. Такое может быть чувство, может, ну его вообще, я брошу, не буду этим заниматься. Но вы не сможете. Потому что тяга, которая внутри есть, это определенные ключи, которые уже сработали. А если они сработали, то вернуться нельзя. И как только вы возвращаетесь, там будет еще хуже. Почему? Потому что предыдущая матрица, она тухлая, она мертвая. И ее уже нет. Она уже разрушилась, она уже разрушается. То есть вы как бы вперед стремитесь в этом пространственно-временном континууме, вы идете вперед, это пространство летит, и вы хотите вернуться назад. Потому что возникает страх скорости, страх перемен возникает у ума. Как это я все поменяю? Когда вы в фильме, вы осознаете, что это так, хотя бы сначала умом вы, да как осознанная личность, понимаете, я в некой картине, которая создалась для меня. И как духовному существу вам интересно, как разворачивается весь процесс. То есть вы не хотите попасть в точку Б сразу. И ни в коем случае это нельзя сделать априори, потому что у вас разворачивается целая такая спираль, как улитка. Разворачивается этот ковер с красной дорожкой. И если вы в итоге окажетесь в конце, то игра ваша вся схлопнется. То есть в этом нет никакого смысла. Смысл есть в том, чтобы выйти на этот разворот, на основную свою ветку. Это мы делаем сейчас, потому что сознание в момент присутствия позволяет высшему «я» выправлять все сценарии, когда вы на них не смотрите. То есть если вы в этот момент не думаете о своих детях, что вам приготовить на ужин, как пройдет завтра созвон и так далее, если вы вообще ни о чем не думаете в моменте, высшее «я» выправляет все, что вы там накосячили через ум. Поэтому, когда вы находитесь в медитации или в присутствии, это должно быть погружение просто в глубину, когда мыслей нет в вашем поле. Они есть вокруг, вы вряд ли их сможете сразу отключить, они присутствуют, они через вас протекают, но вы каждую секунду понимаете, что вы сознание, которое даже наблюдает эти мысли. Как только эго торопит события, хочет быстрее перескочить, с
скорее проявить этот комфорт, скорее проявить расширение. Или, например, как вот Аня сказала, Веленская, что мне нужно сейчас определенную сумму, я бы хотела, чтобы это было постоянно. Но в четверке нет этого слова, вообще этого нет. То, что ум говорит, я хочу, чтобы это было постоянно, стабильно, статично, этого не будет, потому что игра разворачивается для набора твоих новых опытов, и в этих новых опытах всегда будет все двигаться. Если я хочу что-то ускорить намеренно, я транслирую определенную вибрацию, которая говорит, задержим кадр и будем его смаковать, потому что туда был направлен фокус. Сейчас у меня не получается постоянный доход и так далее. Сейчас мне не нравится муж. Сейчас мне не нравятся мои условия. Уже вы это знаете, мы просто повторяем с вами 100 раз, пока вот эта вот темечко будет капать, 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 вы единожды это проживете. А вот пока понятно, это не работает. А как проживете, это сработает. То есть мы даже это обсуждать с вами не будем. Это сработает у всего поля, и здесь каждый это ощутит, что как только я фокусируюсь на том, что мне не нравится, идет задержка кадра, и она уже берет энергию из вашего личного сосуда, который дан вам здесь на вашу жизнь физическую. А за счет каких ресурсов я буду задерживать кадр? И наступает старение в этот момент. Само по себе старение у человека – это очень много процессов памяти. Или «а вот как было хорошо раньше», «а вот как было там у меня в детстве». Слишком огромное пространство удерживается сознанием, которое было. И, естественно, которого нет. Здесь следующий еще момент. Как только своим сознанием я фокусируюсь на том, что не проявлено, будущее или прошлое, а будущее что? Это ведь как ум придумает. Вы ведь не знаете через свой ум, какое будет будущее. Никто из вас этого не чувствует. Откуда вы знаете, с каким, когда человеком вы встретитесь, потом он вас познакомит с другим, там у вас образуется какая-то связь, и вы открыли там бизнес и так далее. Вы не можете через ум это видеть, это априори запрещено. Даже через хроники Акаши вы все равно какую-нибудь ерунду вытащите. Абсолютом это запрещено видеть, чтобы всегда создавался интерес в игре, какой-то пиковый момент. Если у вас будет всегда баланс и неинтересно, то абсолюту тоже неинтересно. Ни баланс, ни ваша стабильная гармония, когда ничего не происходит. Единственное, если вы на этапе пробуждения, вы можете в этой гармонии, как в благости, пребывать и наслаждаться миром. Но тогда идет просто безусловное наслаждение всем, что вы создали здесь. Вы понимаете, это единое сознание создает эту игру и наблюдает через меня. Вот сейчас, когда граница раздвигается в тишине, да, в какие-то паузы, есть просто пустота. Если она у вас есть, у вас она присутствует, у вас идет расширение поля. Поэтому, когда практики я записываю, я стараюсь, во-первых, удерживать этот промежуток, во-вторых, не давать вам четких, конструктивных визуальных образов. Когда мы будем работать с божествами, образ будет, но образ вы будете придумывать сами. Я за вас это делать не буду, это сделаете вы. И вот поэтому каждый раз нам приходится постоянно следить, не потянуло ли вас в мысль, не потянуло ли вас ее погреть, если она вами не выбрана. Вот если вами выбрана, и вы понимаете, сейчас я буду определенное состояние проживать, и я хочу всю жизнь его проносить. Например, изобилие транслируется из меня. Я изобильное поле. В моем поле все трансформируются. Я всегда вижу свою трансформацию и благодарю за нее, потому что вы как сознание тоже трансформируетесь. То есть вы к себе пробуждаетесь, можно сказать, личность, да, личность пробуждается.
Но также можно озвучить, что сознание пробуждается. Сознание спит в этом восприятии, и сейчас ему нужно осознать глубинные моменты, как включаться в восприятие, чтобы расширилась картина, и управление голограммой стало вообще возможно, чтобы предельные суммы ушли. И, естественно, идеи, чтобы через вас проходили крупные, кто хочет этого, или творческие, кто хочет творческий поток еще больше раскрыть, кто наслаждается этим, когда Бог, да, энергия эта творит через вас. Естественная, красивая, гармоничная, слоговая, рифмованная. Очень красиво ложатся стихи, песни, музыка. Это то, что гармонизирует вас, вы с этим делитесь, это гармонизирует людей в вашем поле. Вы начинаете с этим играть. Чтобы к этому каналу быть подключенным всегда, это восприятие нужно удерживать. То есть вы свою мысль выбираете сами в каждом из секторов, которые вы проживаете. Сейчас, когда вы на этапе, вот, например, Оксану возьмем, очень много программ, которые нужно дочистить. Когда я говорю слово «мама», есть тут же образ, как она выглядит, как мы общались на этой неделе. Мои деньги, сколько у меня денег, говорю я тебе. У тебя снова есть образ. А как Оксана выглядит в зеркале? А сколько тебе лет? А чем ты занимаешься? А на самом деле ты уже сейчас известная личность? Или сейчас в этот момент ты делаешь вид, и ум тебя обманывает? И вот восприятие, когда находится в вашем будущем, вот у Оксаны, например, очень сильно в будущем постоянно живет, в будущем ты никогда не сможешь управлять голограммой.